В Варкрафте почти в каждом дополнении есть интересные, очень амбициозные сюжетные линии, о которых разработчики банально забыли или еще хуже забили болт. Мы вроде как сначала слышим о истории неких великих героев, коим предначертана великая судьба, о врагах, которые намереваются устроить нечто ужасное. Но проходят годы, а никаких новых упоминаний о этих сущностях просто нет. В этом ролике я хочу рассказать о 4 интересных сюжетных линиях, которые были либо полностью, либо практически полностью заброшены. Квалдиры — это воинственное, агрессивное и проклятое ответвление врайкулов. Мы с ними с достатком и в больших количествах сталкивались во время гнева короля Леча. Тогда они выступали в качестве второстепенных противников, которым все равно удавалось доставлять множество неприятностей протагонистам. Квалдиры когда-то давно были развращены Хелией, из-за чего те стали более жестокими и враждебными. Возможно, если бы не несколько случайностей, Квалдиры могли бы остаться совершенно незамеченным врагом в Нардсколе. Но алчность пиратов привела к катастрофе. Они незадолго до вторжения Орды и Альянса в Нардскол похитили несколько древних артефактов Квалдиров. Артефакты, по иронии судьбы, принесли пиратам не богатство, а горе и смерть. Их притворное влияние сводило пиратов с ума, развращало их и приводило лишь к смертям. Многие пираты погибли, а квалдиры, чьи артефакты уже были разбросаны по разным уголкам континента, активизировались и начали их искать. Они устраивали налеты на поселения, атаковали нейтральные корабли, устраивали засады на людей и орков. Когда протагонисты попытались вернуть артефакты, чтобы утихомирить разбушевавшихся духов квалдиров, ситуацию это не сильно спасло, было уже слишком поздно. Квалдиры продолжали в течение всего дополнения мстить чужеземцам, а на помощь этой чудаковатой расе пришли кракены, которых они использовали для атак на корабли, Орды и Альянса. Во время Серебряного турнира квалдирам удалось захватить целый остров, который стал плацдармом для вечных и изнурительных атак. В этом же патче появляется квестовая сюжетная линия, в которой мы пытаемся помешать квалдирам. В одном из заданий мы узнаем, что они имеют куда более обширные планы, чем просто атаки на корабли. Они не планируют останавливаться на Нардсколе, они буквально готовят план вторжения в Восточные Королевства и Калимдор, а целью атак должны были стать крупные города фракций. В задании мы должны были похитить один кристалл, чтобы замедлить подготовку квалдиров, а в конце квеста говорилось: исчезновение кристалла ненадолго замедлит квалдиров, но ты выиграл для нас немного времени, теперь мы сможем предупредить предводителей Орды и Альянса о грядущем нападении. Это можно было интерпретировать как то, что да, в краткосрочной перспективе угроза миновала, но квалдиры не остановятся. Однако на этом вся сюжетная линия обрывается. Эти чудаковатые мореплаватели больше не планируют свои атаки на другие континенты, словно об этом все решили просто забыть. Немногочисленные игроки, судя по комментариям, высказывали разочарование, что сюжетная линия была заброшена и буквально закончилась ничем. В последующих дополнениях мы пару раз сталкивались с квалдирами. В Катаклизме они пакостили всем в Айшере, а в Легионе была сюжетная линия с Хелией, предводительницей этой фракции. Однако ничего большего о потенциальном вторжении в Калимдор и Восточные Королевства не было. Пару лет назад разработчики попытались немного расширить сюжетную историю квалдиров и их наследия после падения короля Лича. В книге «Исследование Азерота Нардскол» упоминалось, что они во время кампании против короля Лича устраивали налеты и атаки в тылы орков, пока большая часть армии была сосредоточена на борьбе с плетью. А также Мурадин говорил, что если бы игрокам не удалось своевременно отбить атаку квалдиров, то был бы немаленький шанс, что крепость Альянса в Борейской тундре могла бы подвергнуться серьезной осаде. В общем, вряд ли мы увидим то, что планировали квалдиры в квестах Гнева Короля Лича в ближайшие годы, если вообще это увидим. Гилнеас покорил сердца многих игроков в начале десятых. История о изолированном королевстве, которое столкнулось с проклятием воргенов, а затем и вторжение отрекшихся, действительно могла впечатлить. К сожалению, местами сюжет Гилнеаса оборван. После Катаклизма мы практически ничего не слышим о том, что происходит внутри. Это же вызывало вопросы у фанатов. Разработчики говорили, что им нравится атмосфера Гилнеаса, но они не знают, когда они снова к нему вернутся. Лишь пару лет назад появились проблески возвращения, да и то они были весьма ограничены. Но в контексте потерянных сюжетных линий я бы хотел рассказать о одной фракции этого королевства – Освободительном фронте Гилнеаса.
Образовался фронт тогда, когда Орда покусилась на земли королевства. Представители фракции зареклись не только изгнать отрекшихся со своих земель, а и вернуть целый Лордерон Альянсу. Думаю, не стоит говорить, что их намерения были очень амбициозными. Кто бы что ни говорил, но вскоре после завершения событий в начальной зоне Гилнеаса, фронт действительно начал кампанию в ближайших локациях, чтобы откинуть отрекшихся. Первым серьезным препятствием стал для них Серебряный Бор. Поначалу удача им сопутствовала, но чем глубже они пробирались в враждебные земли, тем более серьезное сопротивление Орды они встречали. Они перерезали пути снабжения для нежити, кошмарили своими налетами лагеря и пытались закрепиться на захваченных территориях. Даже в какой-то момент фронт объединился со стаей Кровавого Клыка. Это были дикие воргины, которые, к слову, еще недавно были врагами жителей Гилнеаса, ибо именно они стали одной из отправных точек для распространения проклятия воргина в королевстве. Вместе им удалось кошмарить целую локацию и даже создать своеобразное окружение сил отрекшихся. Позже к воргинам на помощь подоспели силы Альянса. Игрокам могло поначалу казаться, что атмосфера в бывших землях Лордерона накаляется, а Гилнеас намеревается взять территории, которые были захвачены нежитью, под свой контроль. Однако вся эта амбициозная военная кампания имела странный и стремительный финал. Когда преимущество было на стороне Альянса, Сильвана Ветрокрылая решила использовать хитрость. Ранее она смогла захватить Лорну Кроули, которая являлась дочерью Дариуса Кроули. Последний как раз являлся командующим фронта освобождения Гилнеаса. Сильвана выкатила ультиматум. Если Альянс не отступит земель Серебряного Бора, то она превратит Лорну Кроули в свою услугу в качестве нежити. Главнокомандующий силами Гилнеаса не очень хотел терять свою дочь, поэтому с большой неохотой был вынужден принять ультиматум и отступить вместе со своей армией. На этом военная кампания по освобождению Лордерона была окончена. В последующих дополнениях фронт вообще практически не вспоминался. Есть версия, что фронт был преобразован в другую фракцию, бригаду Гилнеаса, которая была особенно активна во времена Легиона. Это выглядело правдоподобно, но почему произошел этот переход? История умалчивает. Нам в целом известно, что разработчики имели куда более обширные планы на Гилнеас. Также мы должны были увидеть поле боя в самом городе с битвами за районы. Но этот Battleground был отменен в пользу другого поля боя, также связанного с Гилнеасом. Еще у нас есть упоминание Иоанна Бейтса, также известного как парня в красной рубашке. Ему однажды удалось попасть на благотворительный ужин, где был Крис Мэтсон. Он смог немного побеседовать с ним по поводу сюжета игры и задать пару вопросов. Среди прочего, ему удалось узнать, что некоторые квесты в Серебряном Бору не являются каноном, включая те, где развивалась сюжетная линия с противостоянием отрекшихся и Киринтора. И якобы человек, который занимался сюжетными линиями в локации, не понял, что фракция магов должна была быть нейтральной, а не враждебной к Орде. Хоть это лишь косвенно касается сюжетки фронта освобождения Гилнеаса, возможно, путаница произошла и с ними, из-за чего их историю особо не развивали в будущем. Во времена Burning Crusade мы сталкиваемся с очень одаренной девчонкой по имени Дарнаа. На первый взгляд она вообще ничем не выделяется. Но из квестов мы узнаем, что этой девчонке, по всей видимости, уготовлена великая судьба. Сначала Наару говорит, что Дарнаа очень и очень особенная, и ей якобы суждено стать важной фигурой среди дренеев. Позже она пообщалась с великим провидцем сломленных дренеев, Нобундо, который также сказал, что у девчонки имеются неслыханные способности управлять силой стихий. Причем делать это она может без подготовки, что особенно удивительно. Также, по его словам, возможно, она унаследовала эти способности от какого-то дальнего предка. Подобные восхваления девчонки продолжались еще некоторое время в заданиях детской недели. Когда дренеи убедились в том, что она правда особенная, за нее решили замолвить словечко, чтобы передать ее на обучение в Экзадар, столицу расы, так как всю жизнь она жила в умирающем запределье, а ее родители были давно убиты. Еще на таинственную судьбу девочки намекает одна ситуация в пещерах времени. Дарнаа хотела повидать бронзовых драконов, однако когда она зашла в пещеры времени, стражи начали на нее странно реагировать и даже проявлять агрессию, а один из драконов вмешался и сказал, что девочка не должна нести ответственность за то, что она может или не может сделать в будущем.
Я думаю, это был еще один, уже совсем прямой намек на то, что история Дренейки должна получить интересное и довольно важное продолжение. Однако, ничего не происходит. Годы идут, выходят новые дополнения, развиваются новые сюжетные линии, а они просто забыли. И опять же, это несмотря на все те добрые и великие слова, которые ей говорили. Небольшое упоминание девочки было в дополнении «Гнев Короля Лича». В фонтане Долорана можно было найти выброшенную монетку. В примечании к монетке говорилось, что она хочет, дабы Артас побывал в куче навоза. Больше никаких новых упоминаний не было. Зато была еще одна похожая сюжетная линия. История Дренейки была зеркальной еще одной девчонки с того же ивента детской недели – Саландрии. Только если Дренейка проявляла необычайные силы шаманизма, то мелкая эльфийка с детства интересовалась магией света и с самых малых лет продемонстрировала всем свои таланты. По сути, ее история практически та же, что и у Дарнаа, только закосом под Орду. Ее история получила хоть небольшое, но все же продолжение. Она выросла, вступила в Орден Паладинов Эльфов, показала, что может с легкостью направлять силу на Ару и сражаться как доблестный воин. В Темных Землях мы встречали ее, когда она уже выросла. С ней было связано пару небольших заданий, но никакого великого раскрытия пока еще не последовало. В общем, если о Саландре хотя бы вспомнили через 6 дополнений, то Дарнаа не вспоминают до сих пор. Древние боги. Они есть не только в нашем Азероте. Хоть они страшны и могущественны, судя по всему, во всей вселенной их очень много. Сотни тысяч лет назад повелители бездны решили создать древних богов и выпустили сотни, тысячи своих дьявольских созданий по всей вселенной. Нашему Азероту повезло, только на нашей планете оказалась целая охапка древних богов. Но что же до других планет? Мы уже не раз могли полноценно или мельком побывать в других мирах, но мы даже близко не видели других древних богов, хотя по идее они должны быть не менее коварными и могущественными, чем наши. Небольшое упоминание о древнем боге мы могли встретить разве что в Запределье, причем древний бог, который там находился, по всей видимости, был активен еще тогда, когда Запределье было цветущим Дренором. Все началось с одной расы Арако, весьма одаренных созданий. Когда орки начали становиться безумными, а Гул'дан повел Орду по пути принятия скверны, Арако были недовольны. Жертвами Орды стали Дренеи, которые прежде мирно сосуществовали с орками. Арако понимали, что они могут стать следующими. Арако были вынуждены затаиться. Годы спустя, когда игры орков со скверной не только привели к множественным загубленным душам, но и разрушили их планету, Арако попытались в отчаянной попытке получить новую силу призвать древнего бога. Однако игрокам в Burning Crusade удалось им помешать. К сожалению, разработчики не очень охотно развивали эту сюжетную линию. Когда вышел Дренор, были надежды, что мы сможем больше узнать о том существе, которое пытались призвать культисты в долине Призрачной Луны, однако ничего путного нам узнать не удалось. В Легионе мы видели лишь парочку очень далеких планет, которые были окутаны щупальцами древних богов, а в Темных Землях мы смогли узнать подробнее о судьбе мира под названием Физанди. На планете жилось отлично, были прекрасные леса, королевство, чудесный климат. Однако на планету приземлился древний бог, который тут же начал уничтожать все, что было в этом мире. Окружающие локации превратились в пустошь наподобие полуострова Адского Пламени. Позже появились ужасные создания, порожденные древним богом, которые начали захватывать планету. На Физанди началась некая бесконечная война, которая по упоминаниям длилась 4 поколения. Героям этого мира ценой бесчисленного количества умерших защитников удалось одолеть древнего бога, но шрамы были слишком серьезными, а многие жители буквально сошли с ума. Хочется верить, что со временем мы будем больше узнавать о судьбах других миров, которые так же как Азерот и Физанди столкнулись с древними богами. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!